Всем привет! Сегодня я хочу сплести с вами вот такой вот узелок, который, как вы видите, похож на звездочку и будет называться тоже звезда. Я сплела из такого шнура хлопкового 3 миллиметра, но, как всегда, советую взять что-нибудь покрупнее. Сейчас у меня веревка крученая 5 миллиметров, на которой я буду пробовать. Я отрезала 1,5 метра и готова приступить к плетению. Мы складываем ее сначала напополам, а потом мы пододвигаем одну часть. Примерно, вот смотрите, у нас вот здесь вот сантиметров 30 должно остаться. То есть есть короткая часть и ушла дальше длинная часть. Вот таким вот образом. Когда мы сложили так, как нам нужно и как правильно, мы должны сделать вот такую вот петельку на конце. Ну, не на конце, а на пересечении как бы этих нитей. Далее мы берем короткий конец и создаем вот такую вот петельку почти такого же размерчика. Вот сюда складываем. Сейчас опять берем короткий конец, вот так вот обвиваем и сверху вставляем в эту петельку, создаем еще одну петельку и смотрите, сейчас оп, перекладываем, как бы видим, мы вот сюда положили и создалась еще одна петелька. Мы опять уводим нашу короткую нить сюда и в ту созданную сейчас петельку повторяем опять сверху вниз и опять складываем. Вот у нас получилось 4 петельки, и вот моя короткая нить, она совершенно осталась коротенькая, она осталась здесь. С коротким отрезком закончили. С короткой частью мы закончили и переносим в другую руку все наши узелки. Сейчас возьмем конец нашей длинной части, и вот здесь, где у нас петелька, конец короткой части, еще одна петелька, конец длинной части мы проденем в первую петельку и через низ во вторую. Пододвигаем. И у нас получится наша 5-я петелька. Сейчас опять конец длинной части проведем наоборот через перед. Как бы. Вот так. Вот у нас получилась наша почти звездочка, полузвездочка. Надеюсь, вы ее можете проглядеть сквозь все эти наши тут изгибы. Вот таким вот образом. Смотрите, а сейчас конец наш длинный мы должны провести полностью точно так же, как у нас идет наша как бы короткая первая нить. То есть, видите, она здесь у меня вышла. Дальше она вот идет через там сзади, вот сюда выходит, и вот, например, я ее веду по тому, как шла короткая сюда, а далее, где она выходит? Она выходит вот в эту петлю. Я ее веду. Вот она вышла из этой петли, сейчас она сюда вот заворачивает и потом идет туда. То есть нам полностью всю эту траекторию нужно повторить. Так, сейчас мы заворачиваем вон там через низ. Вот через
вниз. Здесь вот. Мы должны вывести ее сейчас вот здесь. То есть идем полностью по траектории нашей нити, когда мы как бы заворачивали короткую. Вот видите? И у нас получиться должно что как бы мы 2 раза якобы прошли нитями по всем нашим направлениям. Так, вот это. Вот сюда. После того, как мы по 2 раза, получается, провели, вот раз, два, то есть каждое переплетение у нас как бы 2 нити имеет. Давайте из этого комочка сообразим, где у нас углы, и увидим нашу звезду. Если у вас, наоборот, очень слабо, то вам нужно, наоборот, подтянуть. Я же что-то сильно затянула. Ну вот, видим. Вот это вот первая наша, как это, уголок, 2, 3, 4, 5. То есть вот звездочка полностью готова. И конец я хочу заправить, чтобы у меня выходила только 1 нить. Надеюсь, что у вас получилось. Если нет, то обязательно поставьте видео на скорость чуть-чуть поменьше и попробуйте еще раз повторить все, что я вам показала. Так вот сзади. И малышка такая. Попробуйте разными шнурами тоже сплести, какой вам лучше подойдет. И можно приспособить это, когда вы упаковали подарок. И вот вместо бантика такая звездочка. Ну все, я очень рада. Надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Такой узел вам дался. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. И увидимся в новых видео. Пока-пока.